Вопрос, заданный вами относительно жестких переговоров, да, скажем так, вопрос очень, ну, скажем, такой сложный для многих российских менеджеров. И даже, я бы сказал, не сложный для российских менеджеров, а сложный для российских менеджеров, ведущих переговоры именно с североамериканцами. Объясню, в чем разница. Российские бизнесмены все равно более эмоциональны. И если в переговорах со своим российским партнером они могут взыграть эмоции, ну, конечно, они не будут бить друг другу в лицо, скажем так, но может это жесткие переговоры именно проходить очень жестко. Не переходя на личности, но очень сильно портя атмосферу переговоров. Но в зависимости от характера и, ну, скажем, темперамента переговорщиков, русские люди могут остыть и через месяц, там, через неделю, через месяц продолжить переговоры. Но я думаю, если себя российский партнер поведет в переговорах с американцем так, эмоции взыграет над его, скажем так, профессиональными и, по сути, проекта вещами, североамериканец вряд ли вернется к этому процессу, восприняв это как неуважение к себе или о том, что у его партнера преобладает эмоции над бизнесом. Это большая разница, и люди, которые имеют опыт работы с европейцами, с американцами, совершенно четко понимают, что свои эмоции надо разруливать, как мы говорим в России. И могу сказать, люди, которые очень эмоциональные, холерики, скажем так, совершенно четко работают с психологами для того, чтобы вот эти моменты во время переговоров убирать. Слава богу, в последнее время это очень сильно развито. Грамотные люди, ведущие бизнес с иностранными партнерами, понимая это как свой недостаток большой, совершенно четко работают в этом плане. И, скажем так, после жестких переговоров могут пойти в спортзал, могут пойти в борцовский зал, лечь под штангу в 100 килограмм и спокойненько этот стресс снять. Но потом вернуться к переговорам. И американский партнер не заметит его эмоционального взрыва. Он его, так сказать, внутри переварит и дальше будет вести бизнес. Но это не говорит о том, что как бы, это плохо. Возможно, иногда лучше и взорваться, всплывет наверх суть проблемы, ее переварили и бизнес пойдет. Я почему и говорю, что американцы и российские бизнесмены во многом очень схожи. Разные эмоции, но подход правильный. Потому что и те, и другие любят делать дело хорошо.